Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала Ураборос, род жрецов шумерской цивилизации. Сословие жрецов занимало одну из высших ступеней среди классовых сословий. Они ненавязчиво правили всем, предоставляли собой замкнутую касту. Статус жреца передавался по наследству, а мог передаваться по конкурсу. Жрецом мог стать только хорошо образованный мужчина с отменным здоровьем. Как бонус к здоровью и образованности нужно было приложить нравственность и хорошее происхождение. Образованным в шумерской цивилизации считался человек, который владел письмом, умел петь, владел музыкальным инструментом, знал жертвенные ритуалы, богословие и умел принимать законные решения, продиктованные ему разумом. В период зарождения шумерской цивилизации жрецы вели службу нагими. Затем появились свободные одеяния из льна, чаще всего светлых оттенков. У шумеров было много храмов, иерархию внутри возглавляли два жреца – Шангу и Эну. Шангу считался главным жрецом по административным вопросам, Эну в таинствах выполнял роль бога. Верховный жрец избирался после магического обряда гадания, для которого использовались внутренности животного, заколотого на жертвенном одре. Верховный жрец занимал настолько высокий статус, что если правителем государства отправлялся на войну, он становился его наместником. Кстати, правителя шумеров также выбирали из касты жрецов, и его власть также переходила по наследству, образуя царскую династию. Чем занимались шумерские жрецы? Основные занятия – очищение, жертвоприношение, изучение и произнесение заклинаний, толкование знамений. Насчет последнего стоит вспомнить, что только жрецы вели календарь и отлично разбирались в астрологии, зодиакальном круге и прочих премудростях, которые были не даны простому человеку, но позволяли религиозной касте искусно манипулировать массой, играя на суевериях и страхах. Искусные толкователи, которые должны были быть и отличными ораторами, избирали на должность ораторов храма. Заклинатели произносили молитвы и заклинания. Иногда использовали различную атрибутику, символы, рисунки с изображениями, знали несколько форм и использовали директивный стиль произношения заклинаний. Не относились к высоким жрецам, их работа в основном касалась обслуживания больных. Они заговаривали боль, изгоняли демонов, боролись с порчей, очищали, оживляли статуи богов, навлекали зло на врагов. Их можно сравнить с шаманами, а их действия с имитацией магии рассчитаны на положительное восприятие и самовнушение шумеров. Административное братья жрецов делилось на писцов и управителей. Первые вели хронологию событий храмовой жизни. Вторая – строгий учет доходов по счету урожая и налогов, которые уплачивали горожане в пользу церкви. В Шумере были женщины-жрецы. Наравне с жрецами почитали и жрицы, служительницы тех или иных богинь или богов. По-видимому, на них были возложены некоторые административные функции. На вершине иерархии стояли жрицы, лукур. Ими становились девушки из наиболее знатных семей, в том числе царского рода. Такой жрицей богини Инанны была предположительно Кубатум, жена царя Шусена. Из числа жриц Лукур избирались невеста бога, вместе с правителями, принимавшие участие в ежегодном обряде священного бракосочетания. Жрицы отнюдь не всегда давали обет непорочности. Напротив, в число их обязанностей входило служение богине телом. Храмовая проституция, которой главным образом занимались жрицы низших рангов, была окружена ореолом святости, и доходы от нее увеличивали богатство дома бога. Этих жриц посылали на постоялые дворы, где остановились путешественники, и где они занимались своим ремеслом во славу Урской Инанны, Лагушской Бабы, Урской Нингаль или Непурской Нилиль. Кому принадлежал храм? Пристанище для богов возводилось на деньги царя, а именно царь начинал строительство, неся на голове корзину с глиной. Это не считалось зазорным, ведь возведение храма ассоциировалось не со строительством, а с воплощением духовных идей. Храм возводился
из глины с расчетом на то, что через 50-100 лет он разрушится, образует высокую платформу для нового храма. Так возводился зиккурат, многоступенчатый храм, многовековое порождение строительных работ. Внутри стены храма украшались документальными хрониками, сценами побед, зарисовки бытовой жизни шумеров. Это как бы сближало божество с простым народом. Зиккурат, как правило, возводили поблизости от храма бога Луны. Поблизости возвышался дворец царя, дом жрецов, святилище и царское кладбище. В центре храмового зала устанавливали трон, сидящий на нем статуи божества. Здесь проходили таинства, в которых могли участвовать только жрецы. Изредка приглашался царь, приходивший без царского облачения. Городом храмов и сосредоточения религиозной мощи, пожалуй, можно назвать Вавилон. Священная столица Шумерской империи. Насчитывала 53 храма высших богов, 600 святилищ небесных богов, 55 храмов бога Мардука и 180 жертвенников богини Иштар, 300 святилищ земных и подземных богов и 200 жертвенников других божеств. При этом в городе проживало 200 тысяч человек. Даже улицы Вавилона носили имена богов. Владения каждого храма не принадлежали людям, а считались собственностью бога, который ему покровительствует. Прилегающие земли храм обслуживали тысячи ремесленников, скотоводов, земледельцев и ткачей. Урожай передавался жрецам, которые часть жертвовали бедным. Борьба церкви, правителей за власть. Постоянные распри из-за власти и вопросы, кто главнее, побудило религиозные институты противостоять правителям, а правители всегда завидовали несметным сокровищам жрецов. Храмы пользуются у шумеров гораздо большим авторитетом, чем гражданская власть, поэтому страна ослабла, раздираемая внутренними распрями. В принципе, подобные прецеденты встречались во многих европейских странах, да и в России тоже. Можно предположить, что церковь становилась сильной в смутные времена, когда гражданская власть теряет доверие людей. Шумерской цивилизации подобное нарастание влияния религиозных институтов началось спустя тысячелетий после расцвета государства. Каменные статуи и статуэтки в храме шумеров. Перед храмом толпились верующие, доступ в жилище богов имел только жрецы. Внутри храм предоставлялся собой лабиринт хозяйственных, жилых и культовых помещений, украшенных с необычайной пышностью, великолепием и богатством. Мозаика, резьба, фрески поражали воображение и вызывали восхищение простых смертных. В храме они сопровождались с историей своей страны. Вдоль внутренних и наружных стен, во дворцах и нишах были расставлены стелы, статуи, жертвенные сосуды, принесенные в дар храму правителями всех времен и простыми верующими. Расставлены повсюду каменные статуи и статуэтки, каменные изображения правителей и частных лиц должны были неустанно молить богов о благополучии и долгой жизни их жертвователей. При раскопках обнаружено великое множество подобных изваяний. В некоторых храмах они хранили под полом. Эти фигурки изображают людей со смиренно сложенными на груди руками. «Пусть эта статуя возносит мою мольбу», — говорит надпись на одном изваянии, найденном на дворе храма богини Бабы в Лагаше. В главном святилище Нингюрсу правитель Гудиа установил свое изображение с надписью «Обращайтесь к статуе моего бога». Огромные величественные статуи богов с высоты своих постаментов сквозь дым кадильниц взирали на толпы смертных, собиравшихся во дворе их святилищ. Десятки, сотни богов наблюдали за тем, чтобы во всякий день соблюдались непреложенные решения Энлиля, царя всех стран, царя богов, властителя жизни и смерти шумеров. К сожалению, археологам редко удается найти статуи бога. По-видимому, эти изваяния, украшенные золотом, серебром и драгоценными камнями, увозились завоевателями в качестве военной добычи. Что же касается скромных и не предоставлявших собой ценности известняковых или алебастровых статуэток, изображавших царей, жрецов и простых смертных, то они не интересовали ни завоевателей, ни более поздних грабителей. Так выделить те, кому принадлежал мир, мы можем предоставлять себе на основании мифов, поэтических текстов, молитв и отдельно сохранившихся фресок,
рельефов, а также небольших скромных статуэток вроде изображения богини Бабы или богини Нисабы, найденных среди развалин Ура. Надеюсь, вам понравилось видео. Напомню вам, если вы впервые на этом канале и хотите первым узнать о свежих выпусках, просто оформите подписку на канал и нажмите на колокольчик. Свои отзывы, просьбы, пожелания указывайте в комментариях. Ну что ж, увидимся с вами снова на канале Ураборос. Пока! Род жрецов шумерской цивилизации.